Марк всегда был занят. Его жизнь была полна работы, встреч, дел, и собака стала для него всего лишь дополнительной нагрузкой. Лейла, его верная собака, была когда-то радостью его дней. Но с течением времени ее хвост перестал радовать его, а ее глаза требовать внимания. Он был слишком занят, чтобы заботиться о ней, и слишком уставший, чтобы играть с ней. Так прошло несколько месяцев, а затем и год. Однажды, когда Лейла с очередной просьбой забежала к нему на работу в офис, он понял, что больше не может ее держать. В его душе не было ни страха, ни сожаления, только усталость. Он принял решение, о котором позже много раз жалел. Марк взял Лейлу и повез ее в лес. Он выбрал удаленное место, где мало кто бывал, где мог бы оставить ее, не имея чувства вины. Он привязал ее к старому дереву, которое стояло на краю тропы. Лейла не понимала, что происходило, но ее взгляд был полон доверия. Она все еще ждала, что хозяин вернется. Но Марк уехал, не оборачиваясь. Он не знал, что Лейла будет ждать его месяц за месяцем, на этом самом месте, которое должно было стать ее последним домом. Лейла провела несколько дней, пытаясь освободиться. Она тянула веревку, выла, но все было бесполезно. И вот, когда она уже начала терять силы, пришел дождь. Он был холодным и сильным, но он принес с собой надежду. Лейла не сдалась. Когда дождь прекратился, она каким-то образом освободилась. Измотанная и истощенная, она побрела вглубь леса. Прошли недели, и Лейла привыкла к новой жизни. Она научилась находить еду и укрытие, избегать хищников. Лес стал ее домом. Но однажды, блуждая по лесу, она наткнулась на небольшую семью волков. Они были малыми, волчатами. Видя ее, они не проявили страха, а наоборот, подошли и стали играть. Лейла сначала настороженно наблюдала за ними, но постепенно она начала чувствовать в них свою семью, даже если они были волками. С каждым днем волчата становились сильнее, быстрее и мудрее. Лейла заботилась о них, учила их охотиться, защищаться. Она почувствовала, что именно для этого она и пришла в этот лес, быть матерью для этих малышей, которые не могли выжить без нее. Прошло время, и волчата выросли, став сильными и опасными. Они не просто играли с Лейлой, они защищали ее. Когда на лесные территории зашли другие, более агрессивные волки, они стали защищать свою стаю. Марк все-таки вернулся в лес. Он был один, и его сердце терзала боль. Он чувствовал пустоту, которую оставила Лейла. Время прошло, и с ним пришло осознание того, что он потерял. В глубине души он надеялся найти ее, но не был уверен, что она еще жива. Но когда он шел по лесу, вдруг раздался ужасный рев. Он обернулся и увидел медведя, который несся прямо на него. Он был страшным и голодным, а Марк был беспомощен. Он не мог убежать, не мог защититься. И вдруг, как из ниоткуда, появилась Лейла. Она была с волками, с теми самыми волками, которых она воспитала. Они пришли на помощь. Слаженно и быстро они напали на медведя, защищая Марка. Лейла была старой и усталой, но ее сила и решимость были несокрушимы. Медведь, несмотря на свою мощь, не мог противостоять целой стае волков. Они быстро прогнали его, и только когда он исчез в лесу, Лейла подошла к Марку. Марк стоял потрясенный тем, что произошло. Он не мог поверить своим глазам. Он осознал, что потерял Лейлу, но она все равно пришла к нему, чтобы спасти его. Он упал на колени, глаза его наполнились слезами. «Прости меня», — шептал он, смотря в ее глаза, полные мудрости и боли. «Я был таким глупым. Я бросил тебя, но ты все равно спасла меня». Лейла не сказала ни слова, но ее глаза говорили все. Она посмотрела на него, и в ее взгляде не было злости, только грусть и прощение. Марк сидел на холодной земле, по его щекам катились слезы. Он не мог оторвать взгляда от Лейлы, от ее усталых глаз, которые когда-то излучали свет и радость,
а теперь были полны боли и сожаления. Она не отзывалась, не прыгала ему на колени, как раньше. И это было самым тяжелым из всего, что он чувствовал. Он потерял не только свою собаку, но и ее доверие. Лейла стояла рядом. Ее глаза следили за ним. И, казалось, она изучала его душу. Она не простила его за тот момент, когда он бросил ее в лесу. Но она была мудрая. Собаки не держат зла, и, возможно, она уже прощала его, хотя ее сердце было полно травм. Волчата, теперь уже большие и сильные, стояли рядом. Они не шли к Марку, не трогали его, но каждый из них смотрел на него с осторожностью, как бы понимая, что этот человек когда-то был источником боли для их матери. Один из волков, тот, кто был более старшим и опытным, слегка выжил на Марка, скаля зубы, но его взгляды были скорее любопытными, чем враждебными. Марк встал и осторожно приблизился к Лейле. Он боялся потревожить ее, ведь видел, как она ведет себя с другими волками, как они охраняют ее и как она была готова бороться с медведем ради его спасения. Но ее холодный взгляд и ее отчужденность говорили о том, что ее сердце еще не готово к тому, чтобы простить его. «Я так ошибался», — прошептал он тихо и дрожащим голосом, надеясь, что хотя бы эти слова смогут как-то до нее дойти. «Я не знал, что потеряю тебя. Я думал, что у меня не было другого выбора». Но Лейла не ответила. Она только слегка пошевелила хвостом, и это было единственным жестом, который он увидел за эти долгие минуты молчания. Она продолжала стоять в стороне, как бы оценивая его слова. Марк обернулся к волчатам, и их глаза встретились с его взглядом. Он чувствовал их силу и уверенность, но также и чувство отчуждения. Он понимал, что они были не просто животными, а частью Лейлы, ее семьей, и их защита была закономерной. Они могли бы напасть на него, если бы посчитали его угрозой. Но они не нападали, они только наблюдали. Время шло, и Лейла не уходила. Она не привязала себя к дереву, как когда-то. Она была свободной. И хотя ее глаза были полны памяти и боли, она оставалась рядом с Марком. Он знал, что она ждала от него чего-то большего, чем простые слова извинений. Она жила по своим законам и правилам, теперь она не была той собакой, что когда-то покорно следовала за ним. Она стала частью леса, частью новой семьи, частью самой себя. Прошло несколько дней, и Марк понял, что не может оставить ее снова. Он не мог просто уехать и оставить ее на произвол судьбы. Он знал, что ее место здесь, в этом лесу, среди волков, но он не мог быть тем человеком, который снова покинет ее. Он решил, что, возможно, ему нужно стать частью этого леса. Возможно, он мог бы научиться быть рядом с ней, быть частью того мира, который она создала. Он остался. Он начал помогать кормить волков, помогал Лейле и ее семье выжить в этом суровом лесу. Он не был готов к такой жизни, но это было все, что у него было. И с каждым днем его связь с Лейлой становилась сильнее. Он увидел, как она защищает своих волчат, как они охотятся, как они живут в гармонии с лесом. Марк научился уважать этот новый мир. Он знал, что никогда не сможет вернуться к своей прежней жизни, и это не было его сожалением. Он не мог вернуть того времени, когда Лейла ждала его, когда была беззащитной и доверяла ему, но он мог быть рядом, мог попытаться исправить свою ошибку, хотя бы теперь. Но даже если Лейла не могла забыть о том, что он сделал, она научилась жить с ним, и она не отвергала его. Она принимала его таким, какой он был, и это было ее прощением. Годы шли, и лес становился домом для Марка. Он научился жить в гармонии с природой, помогать Лейле в воспитании ее волков и охране от других хищников. Он больше не стремился вернуться в тот мир, где работа и деньги были важнее всего. Лейла, хотя и была осторожной с ним, все же дала ему шанс показать, что он изменился.
Однажды, когда лес стал особенно темным и холодным, Марк проснулся среди ночи от звука лая. Лейла и ее волки быстро встали, готовые к действию. Это был знак, кто-то был в опасности. Он заметил, что Лейла не просто собиралась атаковать, а внимательно слушала. Через несколько минут она повела его вглубь леса, где они нашли человека. Это был странник, бежавший от опасности, человек, потерявший дорогу. Его шаги привели его вглубь леса, но без Лейлы и ее помощи он бы не выжил. Марк понял, что, несмотря на ее прошлые обиды, Лейла не стала злой. Она не была зверем, который просто уничтожал. Она была защитницей, матерью и другом. Она не просто прощала, она учила его быть лучше, быть частью того, что действительно имеет значение. Когда Марк оглядывался назад, он больше не чувствовал сожаления. Он не мог бы вернуть тот момент, когда оставил Лейлу, но он смог вернуть себе ее доверие и построить новую жизнь в лесу. И хотя он знал, что Лейла не забыла, что она пережила, она все равно оставалась рядом. Лес стал их домом, и, несмотря на все, что было, Марк понял, он был там, где должен был быть, и эта истина больше не оставляла сомнений. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!